В обычном техасском карьере рабочие наткнулись на следы города, которому больше 10 000 лет. Звучит невероятно, но эти руины оказались древнее египетских пирамид. И то, что археологи нашли внутри, перевернуло представление об истории Америки. Все началось жарким утром в середине июня, недалеко от города Уэйка, в самом сердце штата. Компания добывала здесь известняк, самое обычное дело, каких по всему Техасу сотни. Экскаватор снимал очередной слой породы, когда ковш зацепил что-то твердое и ровное. Ни камень, ни корень. Ровную каменную плиту с прямыми, будто вырезанными краями. Бригадир по имени Роберт Хейл сначала решил, что это старый фундамент какой-нибудь фермы 19 века. Такое здесь тоже находили. Но когда рабочие расчистили землю вокруг, стало ясно, плита не одна. Их было несколько, и лежали они не хаотично. Они складывались в линию, в стену. Хейл остановил технику. Он проработал на карьерах больше 20 лет и хорошо знал, если ковш вытаскивает что, то похожее на кладку, лучше не гадать самому. Он позвонил в местный университет. Через 2 дня на карьер приехала небольшая группа во главе с археологом Дэвидом Кроссом. Тот ожидал увидеть остатки поселения переселенцев и был готов уложиться в пару часов осмотра. Но уже у первой плиты он замолчал надолго. Камни были обработаны. Не просто уложены друг на друга, а подогнаны, с зазорами в считанные миллиметры, без всякого раствора между ними. Такую работу Кросс видел раньше, но не в Техасе. Он видел ее на фотографиях руин в Южной Америке, тех, что приписывают древнейшим цивилизациям континента. Он попросил рабочих аккуратно снять еще один слой грунта в стороне. И там, под спрессованной за тысячелетия глиной, показалась вторая стена. Она шла под прямым углом к первой. Это был угол здания, а значит где-то рядом должны были быть и другие. Кросс достал телефон и набрал номер коллеги из Остина. Он произнес всего одну фразу, а потом долго слушал молчание на том конце. Потому что то, что лежало под этим карьером, по всем учебникам просто не могло здесь находиться. Коллега из Остина, доктор Хелен Марш, приехала на карьер уже через сутки. Она специализировалась на ранней истории коренных народов Америки и первым делом попросила остановить всю добычу в радиусе 300 метров. Компания сопротивлялась, каждый простой стоил денег, но Марш пригрозила официальным запросом в комиссию штата, и техника замолчала. За неделю раскопок открылось нечто большее, чем один угол здания. Стены складывались в целые прямоугольные помещения, соединенные узкими проходами. Под слоем глины проступала планировка, не хаотичное нагромождение хижин, а продуманная застройка с прямыми улицами. Кто планировал это место заранее, до того, как заложил первый камень. В одном из помещений нашли очаг. Обычный очаг из камней, но именно он дал первую зацепку по возрасту. В зале сохранились остатки угля, а уголь можно датировать. Марш отправил образцы в лабораторию и стала ждать. Пока шли анализы, рабочие продолжали расчищать грунт вручную, лопатками и кистями. И тут пошли предметы. Каменные скребки, наконечники, обломки грубой посуды. Ничего сенсационного, похоже, находили по всему континенту. Но среди этого мусора обнаружилась вещь, которая заставила Марш снова замолчать. Это была небольшая пластина из отполированного камня с вырезанными на ней линиями. Линии складывались в узор, повторяющийся, ритмичный, слишком правильный, чтобы быть случайным. Такие символы не встречались ни у одного из известных народов этого региона. Кросс предположил, что это украшение. Марш не согласилась. Она видела в узоре систему, что то похожее на счет или запись. А письменность у народов Северной Америки той эпохи, согласно всем учебникам, попросту отсутствовала. Пластину сфотографировали со всех сторон и убрали в отдельный контейнер. Марш не хотела делать громких заявлений раньше времени. Она слишком хорошо помнила, чем заканчивались поспешные сенсации в археологии. Карьеры рушились, репутации сгорали, а потом позвонили из лаборатории. Голос сотрудника на том конце был странно осторожным. Он трижды переспросил, правильно ли Марш записала место находки. И только после этого назвал цифру, которую показал радиоуглеродный анализ угля из очага. 11 200 лет. Такую цифру назвала лаборатория, и она означала, что уголь из очага сгорел за многие тысячи лет до того, как в долине Нила уложили первый камень пирамиды Хеопса. Марш заставила проверить образец еще дважды, в 2 разных лабораториях. Результат почти не сдвинулся. Теперь главный вопрос звучал так. Кто вообще мог построить такое в это время? По господствующей в науке версии, люди пришли в Северную Америку через Берингов перешеек, примерно тогда же, 13-15 тысяч лет назад. И это были кочевники, охотники, идущие за стадами.
Они не строили каменных городов с прямыми улицами. Они не задерживались на одном месте достаточно долго, чтобы возводить стены с миллиметровой подгонкой. А здесь, под Техасским карьером, лежал именно город. Оседлое поселение с планировкой, очагами, мастерскими и той самой каменной пластиной с непонятными знаками. Марш собрала команду и разложила перед всеми карту находок. Помещения группировались вокруг центральной площади. С одной стороны от нее располагались жилые постройки поменьше, с другой одно большое сооружение с толстыми стенами. Оно не было похоже на жилье, слишком просторное, слишком тщательно сложенное. Кросс осторожно предположил, что это могло быть святилищем или домом собраний. Марш добавила еще одну деталь, которую заметила только теперь. Все входы в постройки были ориентированы примерно в одну сторону. На восток. Туда, где встает солнце. Случайностью это быть не могло. Люди, жившие здесь, следили за небом и строили с оглядкой на него. Это уже не поведение бродячих охотников. В команде начались споры. Одни говорили о неизвестной ранней культуре, которая опережала свое время. Другие осторожно намекали, что, возможно, датировка все-таки ошибочна, и уголь попал в очаг откуда-то еще. Спор шел до вечера, пока один из молодых студентов, разбиравший находки из большого сооружения, не окликнул Марш. В руках он держал предмет, который не укладывался ни в одну из версий, звучавших за этим столом. Студент держал каменный диск размером с ладонь, а в центре диска было отверстие, идеально круглое, будто его высверлили. По краю шли те же знаки, что и на первой пластине. Но не это заставило Марш подойти ближе. Диск был найден не в слое пола, он лежал глубже, в узкой щели между плитами, куда провалился сверху. А значит, под полом большого сооружения было пустое пространство. Марш велела аккуратно снять несколько плит в центре зала. Под ними обнаружился слой утрамбованной земли, а под ним каменные ступени, уходящие вниз. Лестница была узкой, всего в плечо шириной, и вела в темноту. Спускались по очереди с фонарями. Ступени привели в помещение, вырубленное прямо в известняке, под фундаментом города. Воздух там был сухим и неподвижным, и именно эта сухость сохранила то, что наверху давно бы истлело. Стены подземелья были покрыты рисунками. Не грубыми царапинами, а продуманными изображениями, нанесенными охрой и черной краской. Фигуры людей, животных, концентрические круги, линии, соединяющие точки. Кросс насчитал больше 40 отдельных сцен, идущих вдоль стен непрерывной лентой, как будто кто-то рассказывал историю от входа и до дальнего угла. В дальнем углу стоял низкий каменный стол. На нем лежали предметы, разложенные в строгом порядке. Несколько дисков, костяные орудия, связки чего-то, рассыпавшегося в труху от прикосновения воздуха, и черепа. 3 человеческих черепа, поставленных в ряд лицом ко входу. Никто в команде не произнес ни слова. Марш опустилась на корточки перед столом и осветила фонарем стену за ним. Там, над черепами, был нанесен самый крупный рисунок во всем помещении. Фигура с поднятыми руками, окруженная теми же знаками, что покрывали диски и пластины. Это было не жилище и не склад. Это было место, куда спускались не для того, чтобы жить. Марш поняла, что они стоят в помещении, которое строители города считали священным. И что рисунки на стенах, если их удастся прочитать, могут рассказать, кем эти люди были и куда исчезли. Она достала камеру. И тут луч фонаря выхватил на полу у стола еще кое-что, чего в первый момент никто не заметил. На полу у ножки каменного стола лежал скелет. Целый, свернувшийся на бок, будто человек лег здесь и уснул. Рядом с ним тот самый диск с отверстием, зажатый в костях руки. Судя по положению, его не хоронили с почестями. Он остался здесь один, в закрытом подземелье, и умер прямо тут. Марш вызвала антрополога из университета. Женщина осмотрела кости и сообщила 2 вещи, от которых в подземелье снова повисла тишина. Первое. Скелет принадлежал человеку крепкого сложения, ростом заметно выше среднего для той эпохи. Второе, и куда более странное строение черепа, не совпадало с типичными чертами коренных народов Америки. Пропорции лица, форма челюсти – все это указывало на популяцию, которую тут просто не должно было быть. Новость просочилась наружу. Сначала о находке написала местная газета в Уэйко. Потом историю подхватили крупные издания. В карьеру начали приезжать журналисты, а следом за ними другие археологи. И далеко не все настроенные дружелюбно. Уважаемый профессор из университета в Хьюстоне публично назвал датировку ошибкой и заявил, что команда Марш выдает желаемое за действительное. По его словам, каменная кладка могла принадлежать куда более позднему поселению, а древний уголь просто перемешался с грунтом. Марш ответила спокойно.
Она предъявила результаты уже не 2, а 4 независимых лабораторий. Она показала стратиграфию. Слои земли над находками лежали нетронутыми тысячи лет. Никто не мог закопать сюда города задним числом. И она добавила, что образцы костей из подземелья отправлены на анализ ДНК в специализированный центр. Именно эти анализы обещали поставить точку в споре. Если генетики подтвердят, что человек из подземелья не был потомком тех, кто пришел через Берингов перешеек, вся привычная картина заселения Америки затрещит по швам. Пока шли исследования, Маш вернулась к рисункам на стенах. Она сфотографировала каждую сцену, разложила снимки по порядку и стала искать логику. И постепенно из отдельных фигур начала складываться последовательность. История, которую строители города оставили на стенах, намеренно для тех, кто спустится сюда после них. Последовательность на стенах читалась слева направо, от входа. Первые сцены показывали людей у большой воды, фигуры в лодках, волны, изображенные теми же концентрическими кругами. Дальше лодки исчезали, а люди шли по суше, мимо изображений незнакомых животных. Одно из них Кросс уверенно опознал как мамонта, по характерным бивням. Следующая группа сцен изображала строительство. Фигуры укладывали камни, поднимали стены, а над ними снова и снова повторялся знак солнца, встающего над горизонтом. Это совпадало с тем, что команда уже видела наверху. Город строили люди, пришедшие откуда-то издалека, с моря, и осевшие в этой долине. Марш сопоставила рисунки с находками и предположила осторожную, но связанную картину. Здесь жила культура, которая не вписывалась ни в один известный учебником народ. Люди, умевшие обрабатывать камень, вести счет, следить за движением солнца и передавать знания через знаки. Они пришли не через ледяной перешеек с севера, а с воды, и это объясняло странное строение черепа человека из подземелья. Но самое тревожное открывалось в последней трети рисунков. Тон повествования на стенах менялся. Появлялись фигуры, лежащие на земле. Круги солнца сменялись рядами коротких штрихов. Кросс предположил, что так обозначали дни или годы. Затем шли волнистые линии, покрывающие поля с изображениями растений, и снова лежащие фигуры. Теперь их было больше. Маш поняла, что смотрит на хронику катастрофы. Что? То обрушилось на этот город засуха, болезнь или голод. А может, все сразу. Люди умирали, и те, кто еще держался, оставляли запись о происходящем на стенах подземелья. Последняя сцена у дальнего угла, прямо над каменным столом с черепами, изображала одинокую фигуру с поднятыми руками. Ту самую, крупную. Она стояла среди пустых домов, а вокруг не было ни солнца, ни людей. Только знаки, которые Марш уже видела на диске в руке скелета. Получалось, что человек, умерший в подземелье, был последним. Тем, кто закрыл за собой историю целого народа и остался с ней наедине. И теперь оставалось понять только одно. Куда делись все остальные и почему от целой цивилизации не сохранилось ни единого упоминания. Результаты анализа ДНК пришли через 3 месяца, и они оказались сложнее, чем ждала любая из сторон спора. Генетики подтвердили, человек из подземелья действительно нес редкий набор признаков, не характерный для основной волны переселенцев, что пришли через север. В его геноме нашли следы древней ветви, которая, судя по всему, добралась до континента отдельно и раньше остальных, вероятно, вдоль побережья морем. Именно этот путь и был нарисован на стене. Люди в лодках, большая вода, волны. Это и был ответ на главную загадку карьера. Город построили не кочевники, шедшие за мамонтами. Его возвели потомки людей, которые заселили Америку не одним потоком, а несколькими. И одна из этих групп осела в Техасской долине больше 11 тысяч лет назад, задолго до фараонов. Народ, о котором не знал ни один учебник, потому что он не оставил после себя наследников, только каменные стены и рисунки под землей. Оставался вопрос, что их погубило. Ответ дали слои почвы и пыльца растений, взятые вокруг города. Анализ показал резкую затяжную засуху, обрушившуюся на регион как раз в то время, которым датировался последний уголь. Реки мелели, поля выгорали, те самые волнистые линии над растениями на стене оказались не водой, а ее отсутствием, знаком высохшей земли. Год растянулся на годы. Люди уходили небольшими группами, надеясь найти воду где-то еще, и растворялись в других племенах, теряя и язык, и знаки, и память о городе. А один остался. Тот, кто спустился в подземелье, разложил на столе черепа предков, дорисовал последнюю сцену и лег рядом, сжимая в руке диск. Он не бежал. Он сознательно закрыл историю своего народа изнутри, чтобы ее нашли позже. И ее нашли. Через 11 тысяч лет ковшом экскаватора. Маш назвала это самым честным документом древности, что ей доводилось держать в руках. Не хвастовство царя, не список побед, а спокойно рассказ о том, как исчезает целый мир. И этот рассказ переписывал не одну строчку в учебнике, а целую главу о том, как и когда люди на самом деле пришли в Америку.
Публикация результатов вызвала не триумф, а ожесточенную драку. Значительная часть научного сообщества приняла выводы Марш с оговорками. Но некоторые коллеги продолжали настаивать, что одна находка не может переписать всю картину заселения континента, и требовали новых раскопок в других местах для подтверждения. Спор этот не утих до сих пор. Но куда острее оказался конфликт вокруг самой Земли. Карьер принадлежал частной компании, и та несла убытки с каждым днем простоя. Одновременно несколько племен коренных народов заявили, что подземелье с черепами– это захоронение их возможных предков, и потребовали прекратить любые работы и вернуть останки. Начались суды. Компания хотела продолжать добычу, ученые, раскопки, племена покоя для мертвых. Три стороны, три несовместимых требования. Отсюда и поползли слухи, будто власти намеренно замалчивают находку. Правда оказалась прозаичнее и в чем-то печальнее. Федеральный закон о защите индейских захоронений обязывал передать человеческие останки потомкам, а спорный статус участка заморозил исследования на неопределенный срок. Доступ к подземелью ограничили, часть находок отправили в закрытые фонды, и поток новостей о карьере попросту иссяк. Не заговор, бюрократия и юридический тупик, в котором увязла сенсация. Скелет последнего жителя города и 3 черепа со стола передали объединению племен для перезахоронения по их обычаям. Диск с отверстием и знаками остался в университетском хранилище. Его знаки, кстати, так и не расшифровали. Система символов оказалась уникальной, без единого аналога, и без второго текста прочитать ее невозможно. Сам город снова засыпали грунтом. Это стандартная практика консервации под слоем земли, известняковые стены сохранятся лучше, чем на открытом воздухе. Так что сегодня на месте раскопок обычное поле у карьера под Уэйко, без таблички и ограды. Проезжающие мимо не знают, что под колесами их машин лежит город старше пирамид и подземелье, где 11 тысяч лет ждал человек, оставивший запись о конце своего народа. А в лаборатории до сих пор хранится тот первый образец угля из очага, маленький пакетик с датой на этикетке, с которого все началось. Именно он, а не стены и не черепа, оказался главной уликой горска сгоревшего дерева, которая сдвинула историю целого континента на тысячи лет назад.